В официальной медицине слова «выздоровление» нет. То человек остается в группе риска до конца своей жизни. Я пока сама еще не представляю, как я буду жить. Пока вот вошла, знаете, как в новую комнату. Я сделала это, я справилась. Они говорят, не волнуйтесь, вы у нас не первая и даже не 101-я. Всем привет, с вами Таня Генерал. Это канал «Субъективно об Америке», и здесь у нас все об истории адаптации, переезда в США, об устройстве, поиске работы, поиске друзей. А этот конкретный эпизод заканчивает серию видео о моей борьбе с онкологией, раком груди. Собиралась выпустить эти видео в течение первых 10 дней января, но, как говорится, мы с вами планируем, а как уж жизнь складывается, так и складывается. Сегодня последнее видео «Жизнь после рака груди». Смотрите все предыдущие видео, ссылки будут в инфобоксе, ну а мы с вами поехали. Очень символично, что запись видео «Жизнь после» прервалась звонком от доктора. У меня сейчас есть ощущение, что если рак меня не доконает, то меня доконает, конечно, все эти нервы и тревога, связанная с болезнью, связанные с излечением. Судите сами. Для того, чтобы извлечь вот эту вот всю прелесть, нужно записаться к хирургу. Для того, чтобы записаться к хирургу, нужно позвонить в его офис. В его офисе всегда включается автоответчик, который сообщает: мы сейчас заняты с другими пациентами, мы вам перезвоним. Оставьте ваш номер и тему, по какой вы обращаетесь. Вы звоните, оставляете номер и тему, по которой вы обращаетесь, и они вам перезванивают. Всегда, вот уже проверено, всегда, в самый неподходящий момент. Я или с клиентом, или с клиентом, или там, где я не могу поднять трубку. И они оставляют сообщение: Татьяна, это вам звонили вот из этого офиса для того, чтобы вас записать, но раз вы не ответили, перезвоните нам снова. И начинается все то же самое по кругу. Ты им перезваниваешь, попадаешь на автоответчик, оставляешь номер, они тебе перезванивают снова в неподходящее время. Сейчас еле-еле успела поймать, чуть не сбросился звонок. Руки трясутся, давление до крыши, опять нервозность вот такая вот, опять тревога. И я уверена, что это состояние знакомо всем, даже самым здоровым людям, даже тем, кто не проходит через какие-то прямо уж очень серьезные жизненные испытания, потому что современная жизнь, все реалии современной жизни, они достаточно стрессовые, вызывают очень сильное чувство тревоги. И тревога может довести человека до очень серьезных проблем со здоровьем. Посмотрите на меня. Я работаю много с этим. Я работаю с психотерапевтом, я работаю с коучем, я работаю, даже к шаману ходила, я обращалась за гипнозом, я пробовала расстановки, одной из моих любимых тем. Что я только не перепробовала. И мне кажется, в сочетании вот с этой говорильной терапией очень важно продолжать работать в духовном направлении. Сейчас вообще это очень такая популярная тема. Мы все больше и больше возвращаемся к корням, вспоминая наших предков, у которых не было психотерапевтов, у которых не было коучей, у которых были только их духовные наставники. И тогда люди жили, ну так, по крайней мере, принято говорить, гораздо здоровее, жили по сердцу, в согласии с собой. У меня для вас сегодня новый интересный контакт. Мастер Наталья Захарова. Она мастер энергопрактик. Она создала трансформационные методики, и она специалист по кармическим задачам. У Натальи совсем скоро будет курс. Она сейчас открывает набор. Достаточно редкое явление, и поэтому Наталья предоставляет всем возможность, прежде чем оплачивать и принимать решение, что этот курс для вас, вы можете вписаться, записаться на курс, попробовать, что это, про что это и для вас ли это. Наталья рассказывает нам, что этот курс для тех, кто хочет изменить себя. Курс для тех, кто хочет изменить свой внутренний мир и свою жизнь. Для тех, кто хочет обрести внутреннюю гармонию, научиться восполнять энергию и проживать свою жизнь на гораздо более высоких вибрациях. Этот курс подойдет тем, кто хочет научиться работать с энергиями и управлять энергиями. Этот курс для тех, кто хочет научиться менять свои тела, свои вибрации на тонком плане, тем самым запустив процесс трансформации на самом глубинном уровне. Ну и, наконец, этот курс для всех, потому что здоровье, финансы, отношения, самореализация, я уверена, сейчас в
какую бы кнопку я ни ткнула среди вас, зрителей, что-то кому-то из вас это точно западет. Ссылка на сайт, где можно записаться на курс Натальи Захаровой, будет в описании. Очень рекомендую. Ну, а мы продолжаем. Пока тут говорила, отвлеклась, немножко перестала нервничать. Можно уже спокойно продолжать с темой сегодняшнего видео. Ну, а мы поехали. Что же происходит с теми, кто поборол рак груди? Когда вы смотрите это видео, у меня остается всего лишь одна сессия химиотерапии, и еще на ближайшие 10 месяцев остается иммунотерапия, и еще на ближайшие 5 лет остается гормональная терапия, потому что мне посчастливилось заиметь трижды позитивный рак. Тот самый случай, когда все позитивное, ну, не самое хорошее. Он считается самым агрессивным, самым мерзким и противным. Ну, вот так вот. Я уже, если выбираю, то выбираю что-то экстра классное. Мне и рак выдали генеральского уровня. И несмотря на то, что он у меня был в степени А1, 1А, но, тем не менее, его тип, он, конечно, предполагает очень много всяких неприятных последствий. Как, например, процент возвращаемости этого рака в течение первого года 30%. Процент выживаемости в течение 5-9 лет, в соответствии с разными исследованиями, тоже там определенный процент. Так что я сейчас полушутя, полусерьезно говорю, что мне осталось 5-9 лет. Счастье, счастье, счастье! О пенсии можно не думать, о пенсии можно больше не беспокоиться. Все, снята тема. Сейчас пойду сниму мои все пенсионные деньги. Зачем их теперь откладывать? Это шутка, но как раз такая шутка, в которой только доля шутки. Что вообще происходит? Чаще всего днем, когда человек может считать себя cancer-free, считается либо день, когда произошла операция и рак весь удалили, как, например, в моем случае, да, это 27 сентября. Это может быть день, если у людей, например, не делали операцию, а рак уничтожали химическим путем. Это последний день химиотерапии, когда ему сделали сканы, сказали, все, у вас ничего нет. Но в официальной медицине слова выздоровление нет. Да, я упоминала в каком-то из предыдущих видео, что рак теперь приравнен к хроническим болезням, не к смертельным, потому что такой тип болезни, который продолжается на протяжении всей жизни, но жизнеспособность, жизнедеятельность и трудоспособность человека может поддерживаться медикаментозно и разными другими вмешательствами на протяжении этого времени. Но тем не менее выздоровления от рака не бывает. Врачи его аккуратно называют ремиссией. И считается, что если в течение 5 лет после диагноза нигде не всплыл там никакой рак, никаких не было диагнозов поставлено, ни на каких сканах это не было обнаружено, то тогда это называют стабильной или долгосрочной ремиссией, типа все у вас хорошо. Но тем не менее, так как рак это штука такая, все еще мало исследованная, уже в космос летаем, люди там по Марсу в ботинках ходят, а с этим никак не разберемся. И так как эта вещь такая мало исследованная, то сказать точно, что вы полноценно 100% излечились и нигде у вас этого нет, а главное, что оно снова не появится, никто не может. И человек остается в группе риска до конца своей жизни. К сожалению, никакие сканы, никакие анализы, ничто не позволяет со 100% уверенностью на данный момент времени сказать, что у вас нет и никогда не будет. Как мне объяснила мой онколог, да, конечно, я мечтаю послушать где-нибудь ее выступление, потому что даже с нами, с пациентами на обычном приеме, она выносит такие метафоры, делает такие широкие красивые жесты. Видно, что она привыкла это делать в презентациях на публику. Когда, например, я ее расспрашивала, в чем смысл моего triple positive рак, трижды позитивного рака, она сравнила это, что один из тех, который реагирует на протеины, он похож на скоростной интернет, именно поэтому ему мы делаем вот эту химию раз в неделю. А тот, который реагирует на эстрогены, она сравнила с dial-up интернетом, интернет через модемы, который там пока страница загрузится. Именно поэтому гормональная терапия длится в течение 5 лет. Так вот, она объяснила, что все современные методы, даже экспериментальные, которые еще не имеют подтверждения Министерства здравоохранения здесь или в любой другой стране, они по-прежнему очень приблизительные. И по-прежнему непонятно, они диагностируют и замечают, с какого момента.
то ли когда там 3 клеточки встретились и начали себя вести неправильно, и начали размножаться не в ту сторону, и там началось злокачественное образование, то ли когда 300, то ли когда 3 миллиона. Ну, 3 миллиона ближе к правде. Это то, на что на сегодняшний день медицина способна обнаруживать с помощью сканов, по-моему, она сказала, это возможно. И тест на раковые ДНК. ДНК, у рака есть своя ДНК. Вы можете себе представить? У рака есть своя ДНК. Так вот, этот тест Signatera, я о нем уже несколько раз рассказывала, он экспериментальный, он не признан официальной медициной, его сейчас тестируют, но нужно несколько лет исследований, собрать вот огромное количество информации, чтобы ее всю суммировать, проанализировать и уже выдать и сказать, вот на основании этих исследований вы можете этот тест делать. Так вот, даже Signatera, она не является таким вот тестом, который бы сказал нам, все, нету рака. Если даже она показывает негативное отсутствие ДНК рака в организме, опять же, как моя доктор-онколог говорит, мы не знаем. Это точно не 5 клеток, и не 50, и даже не 500. Это может быть от 5 миллионов клеток. Я думаю, 5 миллионов клеток это сколько? Поэтому пациенты, живущие после рака, это люди, я, честно говоря, не знаю, я только вступила в эту партию, и я человек очень продвинутый с точки зрения ментального здоровья, но по совести сказать, я пока вот вошла, знаете, как в новую комнату, где другие люди, я осматриваюсь осторожно, так, знаете, от двери, чтобы меня никто не видел, и пытаюсь понять вообще, кто здесь главный, кто здесь рулит, где можно сесть, где нельзя, кто скандалист, от кого держаться подальше. И я не представляю, как теперь жить под этим дамокловым мечом. Мне кажется, это самая большая проблема онкологических больных в ремиссии, когда все время есть страх, что все вернется. Я вступила в одну из групп, я много раз вам уже рассказывала, как мне не заходят группы, потому что у меня очень высокий уровень эмпатии, как только я читаю про чью-нибудь проблему, у меня начинает все то же самое болеть. Но тем не менее, проблемы в интимной сфере, Sex After Breast Cancer группа называется. Я туда вступила, потому что там очень прагматичные практические советы. Там никто не описывает, как у них что-то где-то вылезло, а только обсуждают, у кого что болит и кому что помогает, новые методы, что можно для этого сделать. Так вот, там одна девочка тоже написала, вчера поднимала, там, условно говоря, кадушку с фунтом груздей и щелкнула что-то в спине. 3 года назад у меня был рак, как думаете, девочки, это метастазы в спину. Вот мне кажется, такие вещи это самое главное и самое страшное, потому что эта гадость может вылезти где угодно. Самые распространенные это рак костей, рак печени и рак оставшейся груди, те, кто делает не полную ампутацию, а только одной груди. Слава богу, мне это не грозит. Как минимум, это мне не грозит. И, наверное, это одна из самых больших проблем. Другую проблему, которую, например, я вот так информацию собирала, посмотрела в интернете, физические ограничения. Да, тоже, конечно, у всех столько раков разных, не дай бог, не приведи. Кто-то до конца жизни ходит в памперсе, если это рак простаты или рак мочевого пузыря. Кто-то ходит с этим пакетиком на боку, если это был рак прямой кишки. Кто-то с дыркой в голове, если рак мозга. Мне повезло больше. Я буду ходить с красивой грудью, которая стоит как на параде до самой старости, пока не помру. Она никогда больше не упадет. Мне не нужен бюстгальтер. Простите, если вас шокирует вид вот этого вот. Это все еще порт, уже скоро уберут. Ждите, скоро уже будет видео, где я появлюсь уже все. Порта-фри. Так вот, физические моменты, мне кажется, да, они тоже трудные. Но, как всегда бывает, человеческий организм так легко ко всему приспосабливается и привыкает. И вот эта компенсаторная способность организма, когда где-то что-то одно не работает, мы научаемся пользоваться чем-то другим. Все эти примеры, когда люди там без ног там работали руками, когда люди без рук работали ногами. Господи, что я несу? Поэтому физические моменты, мне кажутся, менее проблематичными, чем моменты вот именно психологические. И я пока сама еще не представляю, как я буду жить. Отдельно про это же тоже пишет интернет, как одну из психологических проблем. После эйфории и радости я сделала это, я справилась, я молодец, там фейерверки, и 100 000 одних курьеров.
наступает разочарование и опустошение, потому что после того, как справился с такой глобальной херней, с угрозой жизни фактически, со всей этой болью и страхом, потом начинает казаться все какой-то фигней, полной фигней. Темы такие там, как работа, не работа, отношения, не отношения, кто что сказал, кто что подумал. На все на это смотришь, и как та Марья-искусница, помните, из детской сказки, что воля, что неволя, все одно. Вот эта часть, мне кажется, тоже является серьезной проблемой после того, как справляешься вот с этой херней и начинаешь строить свою жизнь дальше. Положительное здесь это то, что все, что начинает казаться глупостями, ты это легко отбрасываешь и больше про это не думаешь. И есть способность расставить приоритеты и начать ценить самое главное – себя и настоящий момент. И жить в настоящем. Для меня это, наверное, один из самых больших уроков. И я вот с этим просто теперь вот как с божничкой ношусь. Это моя новая игрушка. Я ее всем клиентам сейчас рассказываю, когда в тему куда-то заходит. Да что удивляться, у меня сейчас и клиенты приходят такие, которым нужно остановиться, оглянуться на себя и понять, что они пережили какую-то трансформацию глобальную, другого плана, слава богу, ни у кого такого глобального, как у меня, но тем не менее клиенты сейчас приходят, которые прошли какую-то глобальную трансформацию, и они еще по-прежнему пытаются притянуть старые сценарии и жить, а они у них здесь не работают. Ой, ребята, про коучинг могу говорить бесконечно, остановите меня. Кто любит коучинг, кто любит эту тему, кому интересно, особенно в моем исполнении, на Инстаграм, пожалуйста. Здесь у нас сугубо вот все про субъективно об Америке. Мы после этого видео вернемся, обещаю, бродилки, ходилки, отношения. У нас тут недавно мы с Чарли отметили годовщину совместной жизни, есть что рассказать. Поэтому продолжаем. Пожалуйста, не уходите, не отписывайтесь. Что еще добавить? Как все будет обстоять, допустим, в моем конкретном случае? На ближайшие 5 лет, так, еще до конца ноября у меня будет каждые 3 недели, но это уже будет короткое по сравнению с тем, что сейчас это вообще уже как в туалет сходить. Это будет иммунотерапия, 30 минут капельницы, раз в 3 недели нужно будет туда забежать. Побочка у этой дряни, она называется херцептин, зачем вам это знать? Но побочка у этой дряни то, что она ослабляет сердечную мышцу, поэтому нужно там мониторить, ходить к кардиологу, делать кардиограмму, бегать, плавать, уже вот все, вот уже бегать и плавать. Как, бегать, если все время одышка? Ну, я найду. После этого каждые 6 недель, потом каждые 3 месяца визит к онкологу, осмотр. Я спросила, а как насчет там сканов, а как насчет тестов? И опять же, они повторили то же самое. В таком состоянии, как у тебя, когда все было вырезано, когда мы проделали вот эту терапию подстраховочную и вот такую, все эти сканирования, они абсолютно не нужны. Они подвергают только дополнительной радиации пациента, добавляют стресса. И все, что мы делаем, это только осмотр. Я такая, ну как, ну что, вы разве пальцами можете нащупать, если у нас там что-то где-то происходит? Они говорят, не волнуйтесь, вы у нас не первая и даже не 101-я. И показывают на табличку, что Texas Oncology была основана 119 лет назад. Думаю, ну ладно, но 119-летнему опыту я могу поверить. После этого в течение 5 лет я каждые полгода должна к ним приходить на прием. И в течение оставшихся 10 лет, 15 лет, они такие, вы 15 лет будете под угрозой. Даже есть примеры, когда через 15 лет что-то всплывало. Ну вот такое мне досталось тройное позитивное счастье. Как уж говорится, уж послала так послала. Что касается стороны пластического хирурга, мы с ним должны будем встретиться где-то в конце февраля. Он просто посмотрит, как заживают импланты. Я в следующий раз надену белую маечку, чтобы показать вам, похвастаться, уже зря так все тяжело перенесла. Покажу вам титьки в следующий раз, господи, так и сделаю название видео, показываю грудь. И потом пластический хирург раз в год по необходимости, они говорят, что импланты теперь по новым правилам нуждаются в инспекции и замене каждые 6 лет. Скорее всего, к тому времени я накоплю жира и заменю их на собственный жир. Я надеюсь, что технологии все уйдет вперед. Я не в большом восторге от самой идеи имплантов,
потому что, ну, эти вещи надо, конечно, показывать и в отдельном видео, где я показываю титьки, потому что кожа осталась совсем немножко, все же удалили. Это вам не традиционная буб-джаб, когда вам все под вашу грудь еще поставили. Это представьте себе, что тоненькая ткань кожная, и под ней эти импланты. То есть они ощущаются там как пластик. Если их пощупать, то он там даже так вот переливается, этот пластик. Поэтому, наверное, момент, когда придется пройти через эту операцию и восстановление еще раз. Ну, слава богу, что это будет лет через 6. Что касается онколога, я рассказала, этого рассказала, все рассказала. Анализы, проверять состояние костной ткани, потому что гормональная терапия, которая будет в течение 5 лет, 1 таблетка в день, она тоже влияет на костную ткань, она влияет на сердечную мышцу. Ну, все прелести уже взрослого возраста. То есть нужно будет найти терапевта, к которому ходить на прием, там регулярно делать анализы крови. Есть специальные тесты или сканы, которые позволяют проверить плотность костей. Все остальное это, конечно же, питание. Ой, я нашла такую классную книжку, она на английском языке. Я поставлю вам вот здесь, вот сейчас, вот здесь, вот название книжки. Она написана доктором, грудным хирургом, как раз-таки про все, что нужно и не нужно делать, есть и пить для того, чтобы избежать повторения рака груди или случайного рака груди. То есть максимальная диета, которая позволяет добирать все необходимые элементы, чтобы обезопасить себя. Опять же, зависит от миллиона других факторов, и даже при наличии этих факторов у вас может это случиться, а может нет. Но тем не менее, я сейчас выбираю для себя питаться еще более правильно, целенаправленно озадачиться вводом в мой рацион тех продуктов, которые считаются антиоксидантами. Ой, зеленый чай, зеленый чай. И клубника, голубика. Много пишут во всем интернете, конечно же, отказаться от вредных привычек. Что хочу сказать. Отказаться от красного вина, чтобы продлить жизнь, ну что это будет за жизнь? Поэтому я, скорее всего, оставлю какое-то количество красного вина, потому что это вещь, которая делает меня счастливой. А когда я счастливая, я здоровее и лучше справляюсь с болезнью. По-моему, очевидно. Ну, про активность физическую и про спорт вообще говорить не приходится. Она прописана всем и вся. У меня со следующей недели уже начинается физиотерапия. Господи, как она правильно называется? Не когда вам физиоприпарки делают, а вы идете и вам там лечебная физкультура. Господи, боже мой, точно. У меня начинается лечебная физкультура, потому что я испытываю по-прежнему сложности со всеми планками и с собаками мордой вниз, когда я опираюсь на руки. Мне это не нравится. Оно больно, оно вызывает совершенно неприятные ощущения и даже в районе, там, где импланты, уж я не знаю, как они там прикреплены. И мне доктор порекомендовала пойти заняться сначала лечебной физкультурой, потому что там люди, которые, даже специалист лечебной физкультуры, который работает с больными, у которых был рак груди. Господи, вот Америка — это страна узенькой, очень узенькой специализации. Ну а дальше, конечно, в моих планах и зумба, и йога, и плавание, и велосипед, и все любые виды активности, которые только делают меня счастливой и доставляют мне удовольствие. Ограничений никаких нет, говорят даже, что поднятие тяжестей, оно как раз-таки помогает при остеопорозе, ну тяжестей, господи, вот я сказанула это, тяжестей. Как это называется, когда вы приходите в спортзал и поднимаете разные эти штуки-то? Ну как это называется? Напишите мне в комментариях, вы берете там штангу или гантелью или гирю, я забыла, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, все вот эти вещи, как и всем другим людям, они точно так же показаны, полезны и все. Последняя тема, с которой я пока даже не знаю, как вообще, как об этом думать, в какую сторону и как с этим разбираться. Что говорить дальше? Кому угодно. Как жить с этим? Вот через год. У тебя тут такой шрам. Да, у меня был рак груди. А что у тебя такие странные груди? У меня был рак груди. Эта штука по-прежнему ощущается как какая-то стигма, да? Как какое-то наказание, которое вот вам всем не досталось, а меня за какие-то особые заслуги мне это выдали. Поэтому признаться в этом почему-то трудно. И я сейчас думаю об этом, и это, наверное, хороший материал тоже для размышлений, для работы с терапевтом.
Как с этим дальше жить? Волосы, кстати. О, волосы. Главное это. Волосы отрастают уже. Не знаю, вам, конечно, незаметно. Вам, конечно, незаметно, а мне очень заметно. А когда я сейчас сплю, они мне втыкаются в голову. А волосы начнут отрастать сразу же после 30 января. Ну, скажем так, ладно, 10 января. Через несколько дней после окончания химиотерапии, когда мы вымоем последний раунд таксола из организма, волосы начнут отрастать. Доктор уже разрешила прямо сейчас принимать биотин, я его выписала. Прямо сейчас я уже наношу кокосовое масло после каждого мытья. А самое главное удовольствие, то, что не было доступно, когда волосы были длинные, это скраб. Знаете, такой сахарный скраб на голову. О, боже мой, это такое счастье. Буду скучать, когда волосы отрастут. Мой план дать им отрасти до определенной длины и только потом возвращаться в блонд. Но это сейчас такое, вот знаете, я даже не знаю, захочу ли я. Я помню, вот у меня, когда была промежуточная стрижка, вот эта экстремально такая, она мне так нравилась, может быть, я такое оставлю. Пока не знаю, не будем загадывать. Так, и что еще сегодня имеет смысл рассказать? Наверное, и все. Если что-то еще вспомню, будем уже добавлять по ходу в книгу. Потому что, как я упомянула, всю эту серию видео я записывала не для того, чтобы вас мучить, а для того, чтобы вы были моими accountability buddy, моими партнерами и помогли мне не сдаться и довести все до конца. Я пишу книгу, господи. Я записала эти видео, потому что у меня нашелся гениальный человек, который делает транскрибацию. Мы уже с ним полностью транскрибировали азбуку переселенца. Над ней сейчас работает редактор. И из этого будет книга «Азбука переселенца». Следующая книга – это как раз-таки книга, я пока не знаю, рак сделал меня свободной, потеряла волосы и грудь, но не сдалась. И это будет книга. И именно благодаря тому, что я положила себе обязательство записать этих 10 видео, я смогла добить это и не бросить посередине, за что вам огромное спасибо. Все детали, элементы, что нужно, что не нужно, мы потом будем, конечно, в книге редактировать. Когда книга будет готова, я вас об этом уведомлю. Ну, а у меня на сегодня все. Обещаю вас, со следующего видео расскажу вам про Чарлину новую работу, про нашу годовщину вместе, про Мишку, про мартышку, про что хотите. Будем сжечь с вами опять про субъективно об Америке, про психологию приходите на Инстаграме почитать и послушать. Записывайтесь ко мне на коучинг, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы, никогда не болейте. Если болеете, быстро выздоравливайте. И я вас всех обнимаю. Спасибо, что были со мной, спасибо, что посмотрели. Далеко не уходите, впереди еще очень много интересного. Пока-пока.